Всем привет! В прошлом ролике у нас было кафе полностью на самообслуживание, без повара, без официанта и даже без продавца. Поэтому продолжу тему. В Корее есть куча кафешек, есть караоке-бары, есть места, где можете взять что-то в аренду, точно так же без кого-либо из сотрудников, кто мог бы что-то продать, либо даже предложить. Покажу пару примеров. Может, для тех, кто не из Кореи, им будет интересно, как магазинчики самообслуживания работают и что можно будет приобрести. В Корее в последние годы стали популярны вот такие магазинчики, которые продают мороженое. В основном они делают хороший бизнес, конечно, летом. Сейчас у нас зима. В таких магазинчиках, это совсем маленький магазинчик, который расположен рядом с нашим домом. В таких магазинчиках, как вы видите, нету продавца. Выставлены полки с различным мороженым. Стоит стойка. Вы сами набираете себе в корзинку все, что вам нужно. Потом подходите к кассе, сами расплачиваетесь. Здесь, конечно, находятся камеры. Ну, все, как говорится, делается на совести. Помимо мороженого здесь можно приобрести разные снеки. Некоторые мороженые, я уверен, что вы не найдете в других странах, такие как... Сейчас покажу, где-то было мороженое с красной фасолью. Мороженое с виноградом. Есть просто такие сосульки. Это не мороженое, просто замороженный лед получается, но корейские дети любят его. Так, манго. Вот это тоже неплохая штучка. Это мороженое с дыней. Также есть снеки. Некоторые снеки такие же, как и в пенеджамах. Так, что-то не найду. Вот. Как вам такое? Мороженое. Получается, сверху выпечка, внутри у них красная фасоль с мороженым и с орехами. По ценникам в таких магазинах все идет достаточно недорого, со скидками. Вот, допустим, только что, который сэндвич я показывал, он стоит 1200 вон. Стандартные мороженки. Вот такие стики, они обычно где-то 500-600 копеек. Также есть что-то напоминающее наши эскимо. Есть на палочке, есть без палочек. Мы кушаем вот такое. Такое стоит у нас 4800. Есть даже закуски к выпивке. Итак, как проходит оплата? Вот вы набираете себе в корзиночку. В данном случае я просто покажу на одном примере. Проводите баркодом. Сейчас баркод. Получается 5800. Почему на ценнике было 4800. Так, ладно. Дальше мы преподносим либо карточку. В данном случае у меня телефон. Оплатить карточкой. Нужен ли пакет? Нам пакет не нужен. Он спрашивает, нужна ли квитанция. Мы говорим, квитанция не нужна. Так проходит покупка за мороженым. Такие магазинчики, они работают 24 часа в сутки. Здесь в любое время дня и ночи можно приехать. Магазин открыт. Можете набрать себе мороженку и разных снеков. Помимо этого, в Корее, для тех, кто не знает, для тех, кто не из Кореи, у нас есть, конечно же, пенеджамы. Пенеджамы — это такие магазинчики, которые работают 24 часа в сутки. Так, идем далее. Магазинчики без продавцов, либо самообслуживание. Вот у нас есть вот такие
Палебанги – это те места, где вы можете сделать стирку. Опять же таки, там хозяев нету, вы можете прийти в любое время, видите, там указано 24 часа в сутки. Такая же тематика, как и в Америке, когда люди приходят со своим грязным бельем, чисто постираться, закидывают там монетки. Но в Корее она отличается тем, что у людей есть стиральные машины дома. У меня также есть и стиральная машина, и сушилка. Но почему я здесь? Иногда нужно, когда постирать что-то очень большое, очень тяжелое, это какие-нибудь такие тяжелые одеяла, хоть они помещаются у меня, но иногда мы стираемся либо здесь, либо когда мне нужно постирать, вот в данном случае у нас, видите, обувь. В этих полибанках можно помыть обувь. У них есть парковка, что бывает редко. Сейчас припаркуемся, покажу. Так, вот так выглядит прачечная. Здесь перед входом у них напитки вы можете взять. Есть лакры, много разных стиралок, есть сушилки, есть специальные стиралки для обуви. Это то, чем сейчас я буду пользоваться. Здесь вы сразу можете взять порошки, ароматизаторы, потом мешки для белья. Здесь есть специальное место, где вы можете расслабиться. Есть что-то в виде маленькой библиотеки. Потом есть маленькая комната для расслабона. Тоже можно сесть, попить кофейка. Почему люди используют эти стиралки, имея свои стиралки дома? Посмотрите, насколько они большие. Эти на 32 килограмма, это на 20 килограмм. Также, что касается сушек, они довольно-таки большие и объемные вещи в виде одеял. Есть на 20 килограмм тоже. В виде одеял тоже можно хорошо просушить. Камеры для стирки обуви. Видите, они идут со щетками. Поэтому все должно простираться. Плюс у них есть камеры для сушки обуви. Для этого нужны будут монетки. Это будет стоить у нас 6000. Так, чтобы постирать обувь, у нас будет стоить тоже 6000. Вот стоят такие аппараты. Вставляете нужную вам сумму. В данный момент это разменяем 10 тысяч. Почему-то не берет мои 10 тысяч. Почему-то выдается чониками, но нам нужны монетки. Нашел, в общем, где меняются монетки. Это там, где продаются порошки, представляется. Это для тех, кто не в Корее. Так, порошок здесь не нужно покупать. Я просто здесь порошком не пользуюсь. Я приношу либо свой порошок. Я покупаю, у нас дома имеются вот такие листы, они сделаны из порошка, они просто закладываются вместе с одеждой и потом растворяются в виде порошка. Так мы закидываем. Еще загрузим обувь. Так, добавляются монеты, 6000, это где-то около $5. Дальше нажимаем на push. И ничего другого делать не нужно будет. Все остальное сделает сама машинка. Мы оставляем ее на 43 минуты. Здесь можно смело оставлять, если даже кто-то придет стирать свою обувь позже. Он выгрузит, ну, до этого у нас, по крайней мере, так было. Кто-то выгрузил наши вещи, положил вот в такой карт. Есть такие коляски. Загрузил свои вещи. И, соответственно, в принципе, можно оставить даже на целый день. Никто ваши вещи трогать не будет. Никому они не нужны. Здесь у них имеется телевизор для развлечения. Массажные кресла. Но они, конечно же, платные. По-моему, стоит чоник. Так, 2 чоника 20 минут. Около $1,5 за 20 минут.
книги здесь и там. Все, оставляем, приходим через часик. Так, у нас прошло 2 часа. Давайте посмотрим, что там получилось. Ну, как видим, никого нету. Сейчас хоть спокойнее можно поснимать. Вот здесь до этого сидела пара. Здесь вот этот пол, кстати, он тоже подогревается. Моя обувь готова. Мы все вытащили. Так, обувь помыта. Сушить можно за дополнительные 6 чоников. Можно сушить здесь, вставив обувь вот таким образом. И в течение часа она все просушится. Но в прошлый раз, когда я сушил здесь, у меня подошва почему-то стала очень такая жесткая. Соответственно, в этот раз я буду сушить просто под солнцем. Ну, это уже дома. Вот так проходит стирка в Корее. Для тех, у кого нет стиральных машин, вы можете полностью стираться здесь. А потом также в Корее есть такие полибанги, где вы просто сдаете одежду. Это было первый раз, наверное, я воспользовался лет 20 назад, первый раз, когда я приехал. В то время у меня не было стиралки дома. Я оставлял грязную одежду. Есть такие маленькие прачечные. Вы им проплачивали, по-моему, около 5000 за большой такой пакет. Неважно, какая там была одежда. И они стирали, сушили, потом даже раскладывали, сортировали всю одежду. Это у меня стоило около 5 чоников тогда. Тоже было довольно-таки удобно. Утром пришел, сдал одежду, вечером пришел, уже сухая одежда готовая. А так сейчас в последнее время появились много вот таких полибангов, прачечных с монетками. Но само существование таких прачечных в Америке обусловлено тем, что там все-таки нету, не в каждой квартире есть стиральные машины, либо если вы живете, скажем так, в апартах, где все стенки, они сделаны, соответственно, из дерева, если включить такую стиралку, либо сушку, она будет так греметь, что соседи будут против. Поэтому многие прачечные такие, они устанавливаются на нижних уровнях. А вот в Корее, имея стиралки и проблем с ними, таких проблем нету, но однако же люди все равно пользуются вот именно, чтобы постирать что-то такое большое. Продолжаем тему самообслуживания, где вы можете встретить сервис именно самообслуживания. Конечно же, Daiso. В этом ролике, наверное, не расскажу ничего интересного для тех, кто уже проживает на территории Кореи, потому что кто не знает Daiso, наверное, нет таких. Расскажу это тем, которые находятся вне Кореи. Daiso — это такой магазинчик, особенно очень полезный для наших, потому что наши очень часто переезжают с места на место. Как видите, у них есть своя парковка. Daiso, иногда они арендуют довольно-таки большие здания со своей парковкой. Сами магазины, они большие. При том, что вся продукция, которая там и есть, она стоит от чоника, по-моему, до 5 максимум, не более. На первом этаже всегда у них косметика. Здесь у нас также есть электроника, все, что нужно по батарейкам. Ценники, видите, 2 чоника, чоник. Все начинается от $1. Это магазин такой всякой всячины, всякой мелочи. Но иногда очень полезные мелочи. Особенно очень полезно, вот я говорил, когда вы переезжаете с одного места на другое, и вам в короткий срок нужно найти что-то такое временную посуду, либо еще что-нибудь. Вот у них 2-й этаж, видите, продукции очень много.
и очень разнообразные, поэтому в Daiso, я так думаю, можно найти все. И для садоводства, и различного вида утварь. Нету ничего такого дорогого, но довольно-таки качественные продукты, потому что многие из них люди, как принято считать, они берут и думают, что все, что стоит около чётника, это сделано в Китае. На самом деле, вот видите, большая продукция здесь сделана именно в Корее. Изначально бренд являлся японский, поэтому была японская продукция. Сейчас и японская, китайская, корейская уже. Если вы только приехали в Корею и вам нужно быстро что-то набрать, такое недорогое, вы все можете сделать это в Daiso. Абсолютно любая утварь, любого вида посуда, из стекла, даже есть из керамики, керамическая посуда, стеклянные банки, склянки, ложки, в общем, все, что нужно для переезда. И для, скажем так, для вашего интерьера, если вы будете приукрашивать свои дома. А вот в плане посуды, я имею в виду, очень удобно, когда вы только переезжаете с места на место, чтобы взять что-то такое недорогое, временное. Хотя по дизайну, по качеству они не уступают дорогим вещам. Ну, вот это, допустим, сделано в Китае. Вот это вот сделано в Корее. Посуда, дизайн очень разнообразен. И вот по ценникам, вот сами видите, такая соусница, тоже тыщенка. Такая косушка, сколько она? 2 чоника стоит. Разные мелочи для шитья, принадлежности для ванны. Даже когда вы едете куда-то отдыхать, всегда можете вот набрать одноразовых вот таких приборов для бритья. То, что можно потом выкинуть и не жалко. Так это стоит копейки. Много разных изделий из пластика, вот такие контейнеры. Тоже недорогие, поэтому можно что-то взять, особенно если вы делаете дома какую-нибудь покраску. Взяли, потом выкинули. Вот, к примеру, вот ведерко, оно стоит 2 чоника. Спортивный инвентарь, мелочи для автомобиля. Это все, что связано с домашними питомцами. Для них даже продаются разные снеки для садоводства. Если вам что-то нужно будет починить, то есть у них есть много разных и болтов, и гвоздиков, и различного инвентаря для покраски, для починки. Разные удобрения, это уже для садоводства. Детали для кемпинга. Они даже продают какой-то снек. Он даже есть утварь для дорогого вида спорта, которым является гольф. Все для гольфа также здесь вы можете приобрести. У меня знакомый довольно-таки, скажем так, не бедный человек. Вот он для гольфа тарится здесь. Особенно Daiso очень популярен среди детей, потому что здесь и есть все школьные принадлежности, все возможные. Это не только ручки и тетрадки. Все, что им понадобится для школы, все можно найти здесь. И, соответственно, все по очень бюджетным ценам, поэтому школьники здесь постоянно тусуются. Это различные игрушки. Это они тоже все стоят очень дешево. Допустим, блоки, правда, по качеству так себе, вот стоит 2 чоника. Это разные игры, 2-3 чоника. Лего-конструкторы, 5 чоников. Это где-то $4. Всевозможные настольные игры. Также, если вы будете делать какие-то презенты для подготовки, уже сразу продаются готовые коробочки. Отдельно ленты, отдельно набивка для подарков, оберточные бумаги, куча разных вот таких пакетиков.
вариант одежды в виде носков, шапок, ремней, вон даже рубашки есть, футболки, мягкие игрушки. По строительству, по починке дома у них есть куча всего. Дам один лайфхак, но слишком часто не советую этим пользоваться. Но это, опять же, все зависит от вашей совести. Лайфхак такой: если вам что-то дома нужно либо отрезать, либо что-то там завинтить, вы можете сначала купить эту штучку и потом обратно вернуть в магазин. Вернуть, если у вас есть квитанция, вы можете вернуть. Вот мне нужно отрезать один болтик, я могу воспользоваться вот этой штукой, купив его, и обратно либо сдав, либо поменять на что-то другое. Опять же таки, часто это так нельзя делать, но, скорее всего, я эту штуку оставлю себе, но вот как вариант, если вам буквально нужно воспользоваться что-то разово, у вас есть 2 недели всегда любую продукцию вернуть. Только, конечно, открывайте все это не как обезьяна, разорвав всю упаковку, аккуратно, тогда сможете сдать. Иногда попадаются такие вещи, такой фигни, которые обычно в других магазинах вы не найдете. К примеру, если вы что-то уронили, я так полагаю, в дырку от раковины, вы можете воспользоваться вот такой штучкой. На конце у нее есть цеплялка. Так, видно, нет? Как раз она цепляет. Такая штучка, она стоит 2000. Для кого это сделано? Если вы собираетесь, обычно это в ресторанах, но если вам для дома такая штука нужна, это чтобы убирать обувь, приводить в порядок, чтобы пальцем не хватать за обувь. Потом, если вам нужно отсосать чей-то бензин с чьей-то машины, вот тоже еще один чайник для уборки там территории, либо обычно используется тоже для углей, длинные такие щипчики. Короче, разные херни, включая даже такие пластиковые цепи, которые вы можете поставить, огородить свою парковку. Сейчас Крисмас закончился, а так у них во время Крисмаса очень много разных гирлянд, вот это всего. Такие вот штучки, вот они цветастые, они тоже стоят около, 5 чайников, это около $4 чуть не. Если даже у вас нету своего садика, нету земли, вам не обязательно покупать вот такие семена. Вы можете взять готовые уже горшочки, там уже внутри есть семена, заливайте водой, и через какое-то время у вас будут вот такие помидорчики. Поэтому садоводством можно заниматься и дома, даже если вы живете в Анроме. Очень много разных деталей интерьера, иногда очень такие прикольные. Вот, к примеру, вот такая штучка. Здесь она оформлена с иголками. Она просто втыкается в обои и выдерживает до 2 килограмм. В этом случае вам не нужно будет сверлить дырку, если нужно будет повешать какую-то картину. Просто втыкается в обои, вешается. Когда вы вытаскиваете, так как это все сделано с помощью таких маленьких иголочек, там будет абсолютно не видно. Я уже использовал такую штуку. Вот такие штучки очень удобно, когда вы арендуете квартиру, соответственно, чтобы лишних дырок не делать, чтобы хозяин потом вам не предъявил. Чем я пользовался? Каждый раз я когда переезжал с квартиры на квартиру, я допустим, для себя покупал свои душевые, потому что я брезговал пользоваться тем, которые уже находились в лопатах. Но всегда вы можете купить отдельно, заменить либо шнур, либо саму лейку. Вот есть даже такие вот новый тренд появился, душевые с встроенными фильтрами. Они в онлайне, вот такие штуки, стоят, сколько я помню, около 30 тысяч, а здесь они стоят, видите, 5 чайников. И отдельно для них фильтры тоже, по-моему, где-то продаются. Да, вот отдельно фильтры есть. Вот фильтры. Также есть вот такие поделки
Похоже, что ручная работа. Потому что все они разные, чуть-чуть отличаются, но, по крайней мере, покраска, все это красится вручную. Ну, такие поделки, они обычно в сувенирных, они сколько стоят? Достаточно дорого. Здесь они стоят, ну, вот чоник, вот это меньше $1. Вот вы можете разукрасить полки разными безделушками. Подобные освежители. Их легко найти, потому что они воняют издалека. Весь этот угол. Так, продемонстрирую, как проходит самообслуживание. Вот я, допустим, купил какое-нибудь барахло. Стоит автомат. Берете сканер. Только когда сканируете, не сканируете штрих-код, который обычно бывает на вот таких, на продукции. У них есть свой QR-код. Нужно именно сканировать QR-коды, не штрих-коды. 스마트폰의 뒷면을 카드 리더기에 가져다 주세요. 감사합니다. 고객님, 놓고 가신 물건이 Всё. 없는지 확인해 Вот вам 주세요. нужна будет квитанция, если в том случае, если вам нужно будет вернуть что-то. 결제카드 지참 후 Либо 식사용이 обменять. 가능합니다. Либо, как я говорил, попользовались и обменять. Но, конечно же, ни в коем случае не надо это делать специально. Как вариант, можно этим воспользоваться, но я не призываю это делать, иначе сейчас меня в комментах, наверное, захейтят. Кстати, вот эту штуку сдавать мы не будем. Она, оказывается, достаточно хорошо режет. Видите, мне нужно было отрезать такой гвоздь. Она хорошо с этим справилась. Поэтому будем оставлять. Вот, а вы говорите Китай. Видите, сделано в Китае, но работает. Так, бонусом хочу показать вам отсутствие логики, тоже иногда встречается в Корее такое. Вот видите, пешеходный переход, он переходит откуда-то в никуда, некуда дальше идти. Здесь ни тропинок, ничего нету. При том, что здесь это школа получается. Школа, по-моему, для инвалидов. Вот как такое? И если перелезть вот через эту штуку, вы просто упадете там 6 метров вниз, обрыв идет.